Привет-привет! Мне хочется по максимуму насладиться тыквенным сезоном, а поэтому сегодня у меня еще один рецепт с участием этой яркой красавицы. Готовим сытный крем-суп из тыквы с нутом. Вы на канале Жизнь вкусная. Для приготовления этого супа я использую сухой нут и замачиваю его на ночь. Вы можете использовать готовый нут, который продается в банках, либо же используйте белую консервированную фасоль. Для супа я беру 500 грамм мякоти тыквы. Сейчас уже начался сезон, и поэтому я освобождаю морозильник от остатков замороженной тыквы. Она у меня вот такая вот уже почищенная, порезанная. Я ее разморозила и буду готовить. Также я возьму одну морковь. У меня была большая, я ее разрезала напополам и возьму половинку. Одна луковица и головка чеснока целая, не бойтесь, он будет запекаться, он станет очень деликатным, мягким по вкусу. Кроме того, я возьму 200 грамм сухого нута, его я буду предварительно замачивать. Также мне потребуется 100 грамм жирных сливок, можно взять 33%, я взяла домашние, вот такие вот густые. Еще потребуется 1 чайная ложка приправы карри, соль, конечно же, немного растительного масла и 50 грамм грецких орехов. Это такая щедрая горсть. Нут я замочила на ночь в холодной воде, он очень сильно увеличился в объеме, чуть больше, чем в 2 раза. Сейчас я его хорошенько промою и отправлю отвариваться. С замоченного нута я сливаю отработанную воду и промою его холодной водичкой, проточной, просто под кран. Я залила нут щедрой порцией воды, потому что эта жидкость потом нам потребуется для супа. И вода уже закипела, нут будет вариться в течение 35-40 минут. В зависимости от конкретного нута может потребоваться чуть больше или чуть меньше времени, поэтому проверяйте. Я нарежу крупно морковь и лук, а дольки чеснока оставлю целыми. Отправляю нарезанные овощи на противень. И добавляю порошок карри. Сейчас я пока солить ничего не буду, я уже буду солить тогда, когда суп будет практически готов. Добавлю сюда 2 столовые ложки растительного масла. Я буду их запекать в духовке при температуре 250 градусов в течение 30 минут. Там они карамелизируются, станут ароматными и вкусы станут более интенсивными и насыщенными. Овощи готовы, и их пора доставать из духовки. Посмотрите, как они зарумянились, и они стали полностью мягкими. Печеные овощи я складываю в небольшую кастрюлю. Вливаю в кастрюлю бульон, в котором варился нут. Вливаю столько, чтобы покрыть овощи где-то на сантиметра 2. У меня ушло 800 мл жидкости. Включаю огонь и буду готовить в течение 10 минут после того, как жидкость закипит. Суп варился в течение 10 минут. Сейчас я отправляю к нему горох. Скорее всего, потребуется еще немножко жидкости для того, чтобы сделать его более жидким. Но густоту уже я буду регулировать после того, как пробью его блендером. Сейчас я также добавлю сюда сливки и приступлю к измельчению. Сливки сделают его по-настоящему согревающим, очень сытным. Идеальное блюдо для осеннего и зимнего рациона. Консистенция супа, как по мне, великолепна. Осталось его посолить по вкусу. Из оставшейся половины нута и орехов мы приготовим такую текстурную поджарку. Для этого орехи, они у меня и так не очень большие, но я их еще дополнительно немножко порублю. Все-таки, так как у нас суп измельчен блендером, то хочется добавить чего-нибудь такого, что можно, скажем так, пожевать. Вливаю сюда столовую ложку растительного масла и отправляю половину нута, а также орехи. Начинаю интенсивно помешивать. По звуку вы слышите, что готовлю я на очень сильном огне, поэтому помешивать нужно постоянно. Я буду обжаривать эту смесь до румяного цвета.
Суп получился невероятным, сильным, насыщенным, сладковатым вкусом, а поэтому обязательно приготовьте его. А еще поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на мой канал. А я побежала доедать свою порцию, пока она еще полностью не остыла. До скорого!